С кем поведешься, от того и наберешься. То, среди каких людей мы живем, играет едва ли не основную роль в качестве нашей жизни. Окружение, с которым мы сталкиваемся ежедневно, будь то соседи по этажу в многоквартирном доме или семьи по соседству в частных домах, значительно влияет на то, как мы себя чувствуем, насколько комфортно нам возвращаться домой и какую атмосферу мы создаем для своих детей. Ведь есть мудрая пословица: «С кем поведешься, от того и наберешься». И она прекрасно отражает, что соседство может превратить наше жилье в райский уголок или же в тягостное и стрессовое место. Соседи и наша безопасность. Соседи могут стать важной поддержкой в повседневных ситуациях и помочь чувствовать себя защищенными. В случае, когда на территории появляется незнакомый человек или происходит подозрительное событие, соседи могут вовремя предупредить, вызвать полицию или просто присмотреть за домом в наше отсутствие. Это значительная помощь, особенно в больших городах, где часто трудно проследить за происходящим вокруг. Уважение к безопасности друг друга формирует общее доверие, что делает жизнь спокойнее. Эмоциональное благополучие через социальное окружение. Знание того, что вокруг есть люди, с которыми можно посоветоваться, обсудить наболевшее или просто улыбнуться друг другу, улучшает настроение и создает ощущение принадлежности. Одиночество в современных городах – это растущая проблема, и соседи могут стать теми, кто поможет преодолеть это чувство. Простая беседа у подъезда или совместное участие в благоустройстве двора объединяет и помогает преодолевать жизненные трудности. С такими соседями жизнь становится легче и радостнее, а поддержка рядом укрепляет уверенность и дает силы для дальнейших свершений. Совместные заботы и быт. Соседи могут делиться опытом, советами о том, как и где лучше делать покупки, найти хорошего врача, отремонтировать технику или организовать досуг. Эти мелочи кажутся незначительными, но на деле они экономят время, силы и даже деньги, облегчая нашу жизнь. Особенно это важно для тех, кто недавно переехал и еще не освоился. Даже совместная уборка или посадка цветов в общем дворе создают чувство сопричастности и улучшают атмосферу вокруг. Жизнь в окружении дружелюбных и поддерживающих людей – это бесценное благо. Проблемы сосуществования с трудными соседями. Но не всегда окружающие нас люди ведут себя так, чтобы сделать жизнь вокруг комфортнее. К сожалению, бывает и так, что соседи создают шум, нарушают порядок и покой. Громкая музыка по ночам, ремонт в неурочное время, ссоры за стеной – все это может серьезно нарушить привычный уклад жизни, лишить полноценного отдыха и даже стать причиной хронического стресса. Особенно тяжело, когда это продолжается на протяжении долгого времени и никакие просьбы и разговоры не приносят результата. Личное пространство и уважение к общим правилам. Нарушение границ и пренебрежение общими правилами – одна из частых причин конфликтов. Некоторые соседи могут игнорировать правила парковки, бросать мусор в подъезде или не соблюдать нормы тишины. Такие действия нарушают устоявшийся порядок и вызывают раздражение. Никому не нравится, когда личные границы нарушаются, будь то захват общих территорий, беспорядок или несоблюдение элементарной чистоты. Это не только снижает уровень комфорта, но и разрушает атмосферу доверия. Конфликтные ситуации и их разрешение. Когда конфликты достигают крайней точки, людям приходится задумываться о том, как лучше их решить. Порой проблемы настолько серьезны, что могут потребовать вмешательства управляющих компаний или правоохранительных органов. Но мирный диалог всегда предпочтительнее, объяснив свои пожелания и оговорив правила, можно достичь компромисса. Однако, если ситуация не меняется, бывает полезно задуматься о смене места жительства или поиска других вариантов. Соседи, друзья и единомышленники. Все больше людей стремятся найти единомышленников, с которыми могли бы жить рядом и развивать общие интересы. Некоторые выбирают для этого загородные поселения, где собираются люди с похожими взглядами на образ жизни, например, экопоселения, вегетарианские сообщества или родовые поместья. Здесь соседство приобретает особую ценность, ведь проживание в окружении людей с одинаковыми принципами создает комфортную атмосферу, где нет места конфликтам и разногласиям. В интернете можно найти целые сообщества таких поселений, что помогает выбрать нужное место и обеспечить себе окружение, разделяющее ваши ценности. Влияние среды на наших детей.
Дети, растущие в окружении доброжелательных соседей, лучше социализируются и чувствуют себя защищенными. Участие в общих дворовых играх, праздниках и совместных прогулках развивает у них чувство общности и понимание, что рядом есть люди, готовые помочь. С другой стороны, агрессивные соседи, скандалы и постоянный шум могут негативно сказаться на психике детей. Именно поэтому особенно важно выбирать место проживания, где можно чувствовать себя уверенно и спокойно. Последствия выбора места для жизни. Когда мы выбираем место для жизни, мы зачастую больше думаем о квартире или доме, чем о людях, которые окажутся нашими соседями. Но порой не дом определяет уровень нашего счастья, а то, с какими людьми мы живем рядом. Неблагоприятное соседство может отравить жизнь, тогда как дружелюбные и ответственные соседи способны сделать ее спокойной и приятной. Осознанный выбор окружения. Когда мы выбираем место для жизни, мы обычно фокусируемся на удобстве самого дома или квартиры, редко задумываясь о том, с кем мы будем делить пространство вокруг нас. Однако окружение имеет огромное значение. Это не просто соседи по лестничной площадке в многоквартирном доме или соседи по участку в частном доме. Это люди, с которыми мы взаимодействуем, иногда даже чаще, чем с друзьями или родственниками. И если выбор окружения сделать осознанно, можно создать себе не только комфортное, но и вдохновляющее, развивающее соседство, которое по-настоящему улучшит качество жизни. Соседи в зависимости от типа жилья и места. В городах мы чаще всего имеем соседей по лестничной клетке или, если дом большой, по этажу. Это может казаться ограничивающим, но даже здесь выбор соседей играет свою роль. В крупных многоквартирных домах отношения могут ограничиваться формальным «здравствуйте», но в случае, если удастся создать дружелюбную атмосферу, можно найти поддержку и помощь в решении повседневных задач. Например, соседи могут приглядеть за квартирой во время вашего отпуска, помочь в экстренной ситуации или просто скрасить одиночество. В сельской местности, особенно в небольших деревнях и поселках, соседи чаще всего живут по соседству с вами на ближайших участках. Здесь отношения уже могут быть более тесными, поскольку частный дом требует постоянного ухода, и соседи часто приходят на помощь друг другу в хозяйственных делах. Такая среда способствует развитию взаимовыручки и добрососедства, а близкое общение становится важной частью жизни. Многие сельские жители подтверждают, теплые соседские отношения становятся залогом спокойствия и стабильности. Кроме традиционных городов и сел, есть и сообщества, где людей объединяют общие интересы и мировоззрение. Это, например, экопоселения, где люди стремятся жить в гармонии с природой, ведут сельское хозяйство, используют альтернативные источники энергии и стараются минимизировать отходы. Родовые поместья – еще одна категория, где люди создают свое пространство, ориентируясь на родовые традиции и самодостаточность. Здесь люди часто становятся не просто соседями, а близкими друзьями, объединенными общими взглядами и целями. Существуют также поселения вегетарианцев или приверженцев определенных философских течений, где жизнь строится вокруг общих принципов питания, экологии, воспитания детей или духовного развития. Возможность выбирать окружение, несмотря на обстоятельства. Жизненные обстоятельства иногда вынуждают нас менять место жительства, но даже в таких ситуациях всегда остается возможность выбора, как в каком месте жить, так и в том, какие люди окажутся рядом. Например, человек может оказаться вынужден переехать по работе или по семейным обстоятельствам, а порой из-за непредсказуемых обстоятельств, таких как военные конфликты. В таких случаях особенно важно выбирать место, где будут люди, близкие по духу и взглядам. Переезд – это не только смена дома, но и поиск нового окружения. В наше время интернет дает возможность искать единомышленников по всей стране, что существенно упрощает этот процесс. Допустим, вы решили переехать в сельскую местность, например, в Винницкую область, и хотите, чтобы рядом с вами были соседи-вегетарианцы, поддерживающие экологический образ жизни. Достаточно сделать поиск в интернете, ввести, к примеру, Винницкая область, вегетарианцы, поселения, экопоселения, родовые поместья, альтернативные сообщества, и можно найти людей, которые разделяют ваши взгляды и готовы принять в свое сообщество. Это дает возможность не просто найти новое жилье, но и поселиться среди тех, кто поддержит, вдохновит и разделит общие цели и интересы. Выбирай не дом, а соседа. Поговорка «выбирай не дом, а соседа» в полной мере отражает ценность нашего окружения.
Современный мир с его вызовами и постоянными переменами показывает, ничто не заменит добрых и надежных людей рядом. Иногда лучше переехать в менее комфортное, но дружелюбное и безопасное место, чем остаться в изолированном, но идеально обустроенном доме. Именно атмосфера взаимовыручки, поддержки и доверия создает настоящее чувство дома, где можно быть уверенным, что трудности будут встречены не в одиночку, а вместе с близкими людьми. А как вы решаете вопросы своего комфортного проживания через соседство? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать «Все». Ставьте нравится, лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.